Всем снова привет! Ну а теперь перейдем к вопросу непосредственно о приготовлении рыбы, такой как жерех. Я буду готовить сегодня в духовке, запекать прям с чешуей, со шкурой. Объясню впоследствии, почему я так делаю. Но самое главное преимущество – это то, что можно готовить в квартирных условиях, не нарушая идиллию, которую создала ваша супруга, мама, дети. Как только я вернулся с рыбалки, вот какой. Красавец. Это трофей. Опа! А вот это очень приятно. О, хорошие ребята. О, видишь, не зря отпускали. Я сразу же удалил из рыбы внутренности. То есть кишечник. То, что пропадает, портится в первую очередь, соответственно, было сразу удалено. Аккуратным движением руки извлекаю икру. Икра — это деликатес. Смею заметить, что жерех — это карповая рыба, при этом хищник, что добавляет ему интриги гастрономическим качествам. Вот этот пузырь, он такой же, как у сазана. Прекрасно можно его пожарить, либо запечь. Икру, конечно, можно и запечь, пожарить, все что угодно с ней сделать, но она крупнее, чем карповая сазанья. Пока будем готовить жереха, я покажу, как ее вкусно посолить, приготовить. Нам понадобится противень, фольга, соль. Можно немножко специй по вкусу, какие вам больше нравятся к рыбе. Ну вот, в принципе, и все. Берем фольгу, укладываем на противень. Достаточно плотно, чтобы потом и противень было проще мыть. А иногда даже получается настолько чисто, что и противень не нуждается в помывке. Рыба готовится открытым способом. Получается примерно как копченая. И именно вся прелесть заключается в том, что в квартирных условиях сложно приготовить горячего копчения рыбу. А зачастую очень хочется именно такой рыбы. Дальше нам понадобится из фольги сделать типа сигарилы. Если есть возможность сухих веток фруктовых деревьев, то берем просто сухие веточки фруктовых деревьев и подкладываем их на противень. Это необходимо для того, чтобы впоследствии рыба не прилипла к фольге и для того, чтобы происходила конвекция горячего воздуха вокруг всего тела рыбы. Количество этих фольгинированных сигарил должно быть таким, чтобы тело рыбы не прикасалось к фольге нижнего слоя и при этом происходила хорошая конвекция горячего воздуха. Далее я беру немного соли и засыпаю в рыбу, буквально так, как мы просто присаливаем рыбу. Внутрь соль много помещать не нужно, потому что там она впитывается вмиг, можно переборщить. Далее беру приправу, те, которые вам нравятся, можно немножко перчика и тоже сыплю чуть-чуть внутрь. Можно также кусочки чеснока добавить или что-то в этом роде. Все, внутренности у нас готовы. Далее мы просто берем соль в большом количестве. Стараемся не попадать уже внутрь желудка, внутрь рыбы. И посыпаем вот таким вот образом всю рыбу по средней линии. Далее эту соль рукой аккуратно распределяем по телу. Легкими массирующими движениями втираем ее под чешую. Распределяем так, чтобы она особо не сыпалась, немножко подприлипла к коже и была обильно везде, со всех сторон. Переворачиваем. И с этой стороны проделываем все то же самое. Не снимаю чешую именно для того, чтобы чешуя создала как бы защитный слой для внутреннего тела рыбы, чтобы внутри рыба получилась сочная,
не пережарилась, была очень вкусная. Именно благодаря вот этому слою чешуи все получается замечательно. А далее чешуя удаляется после того, как будет рыба готова, уже просто вместе с кожей. Потому что кожа жереха не представляет особо большой ценности гастрономической, так как она очень тонкая. Потому что это все-таки хищник, это не сазан, хоть и карповый. Берем нашу рыбку, аккуратными движениями помещаем на противень, на наши сигарилы. Берем достаточно большой во всю диагональ кусок фольги, сворачиваем его в несколько раз, делаем такой вот жгут. Как бы проволоку. Просовываем в самом широком раскрытом месте под рыбу. И закрываем полость, чтобы у нас не происходило пересушивание рыбы. Ну вот и все. Рыба у нас прикрыта, внутри она будет оставаться сочная, не будет испаряться влага, будут специи работать именно на внутренности, а снаружи нам нужно теперь создать высокую температуру, чтобы вмиг кожа вместе с солью все запеклось, поднялось шкурой и легко отделялось от тела. Отправляем в духовку. Температуру выставляю в районе 240 градусов. 240, 250, вплоть до максимальной температуры. Здесь у меня где-то 260 максимальная, по крайней мере, если верить моему термостату. Время выставляю только вот зажег, если духовка без разогрева, то ориентировочно на 40 минут. Берем нашу прекрасную рыбину, какой бы она ни была, жерех, сазан, карп, крупный карась, и помещаем на середину духовки. При таком приготовлении нам необходимо просто удалить лишнюю соль и остатки рыбы со стола, а остальная кухня просто не задействована, остается в такой же чистоте, в какой и была. Ну а теперь икра. Для приготовления икры нам понадобится соль, поваренная пищевая, и сито, марля, либо любой другой инструмент, через который может проникнуть жидкость, но который остановит икринки. Икру необходимо один раз промыть холодной водой. Буквально немножко от слизи, от крови. Икринки оседают вниз. Чуть-чуть ждем и сливаем. Просто решетку плотно не прижимаю. Буквально закрутил, не обжимаю ничего, чуть-чуть прижал. Все. Можно крутить. Если вы все-таки боитесь подавить икринки, у любой щучьей икры, сазани, либо икры жереха, либо еще какая-то у вас икра из судака, окуня, то можете нож просто перевернуть, он тогда будет наматывать икринки, а шнек продавливать икру через сито. Также вы можете просто пробить ее через грохот. О, пошел запах подгорания, не бойтесь, это могут плавнички где-то прижатые к стенкам подгорать. Ничего в этом страшного нет, все нормально, рыба запекается, также при температуре, вот у меня сейчас 240 градусов. Сейчас мы будем эту икру мыть, пока мы ее моем, готовим рассол. Буквально для такого количества икры нам хватит и литра воды. На литр воды я добавляю примерно 3 ложки столовых соли. И ставлю кипятиться. Нам нужен сильно соленый рассол. Максимально концентрированный. Вот так.
Теперь нам осталось его только вскипятить и немножко остудить. Готовим тузлук по-нашему. Икру заливаем холодной водой. Можно перемешивать ложкой, можно хорошим напором. Примерно 2-3 раза я заливаю. Убираю аккуратно пену. В пене просто прилипают икринки. Пена — это как раз слизь, остатки слизи, клейковины от икры. И теперь икринки осели вниз, а воду сливаем сверху. Соответственно, чем больше у вас посуда глубже, выше, тем лучше проходит такой процесс промывки. Тем лучше получается процесс промывки. Чем больше вы смоете, можно и теплой водой, но не горячей. Чем вы больше смоете, тем чище будет икра. Будут уплывать неполноценные икринки, будут уходить остатки пленок, тем она будет чище. Горячий тузлук все равно хорошо промоет икру, обеззаразит ее и хорошенько просолит. Вот так, пускай даже немножко остается воды, ничего страшного. Пока я жду тузлук, я занимаюсь удалением вот таких вот сгусточков крови. Они, конечно, после обработки тузлуком никакой важности играть не будут, но тем не менее они неприятны в икре, я их удаляю. Перемешиваю икру, иду, ищу какие-нибудь включения, все бывает. Бывает и чешуйка какая-нибудь попадет, что-нибудь еще там включение воздухом принесет. Ветром принесет, пока рыбу чистили, обрабатывали. Все бывает. Таким образом можно приготовить любую икру. Смотрите, становится она уже какой розовенькой, красивой. Вообще икра жереха очень вкусная. Я даже давал попробовать ее своим друзьям. Они сказали, что ну ничуть не хуже, по крайней мере, щучьей икры точно. Вода закипела. Выключаем и оставляем буквально на 5 минут, чтобы просто не сварить икру. Берем наш тузлук, прокипяченный, чуть-чуть остуженный градусов до 90, и заливаем в нашу икру. Постоянно помешиваем, перемешиваем и считаем от 60 до 90 секунд. 16, 17, 18, 19, 20. Почему 60-90 секунд? Потому что обычно под рукой нету часов, пока мешаешь, перемешиваешь. А так отмеряем от минуты до полутора. Вполне себе достаточно, чтобы уничтожить предполагаемые микроорганизмы и просолить икру. Все. Все откидываем на сито, либо на марлю и оставляем стекать. Как только икра остынет, стечет от лишней влаги, можно употреблять. Такая икра и называется пятиминутка, потому что готовится она буквально 5 минут. Любой рыбы. Прошло 40 минут, и я начинаю наблюдать за ним. Именно смотреть на рыбу, потому что рыба разного размера, разной толщины тела, всегда будет запекаться по-разному, а довести нужно до определенной кондиции. И именно индикатором будут именно вот плавники, поднятая шкура, вот она начинает уже подниматься, можете заметить вместе с солью. Вся вот уже бухтит, вся кипит. Ну, по крайней мере, полчаса даже для небольшой рыбешки. Начинаем смотреть 40-45 минут для такой вот крупной рыбы, которая ложится вдоль всего противня. Уже жесткие плавники, внутри бухтит жидкости много еще пока. Не знаю, вам видно или нет. Но вот сейчас щечки начнут у него запекаться, плавнички румянятся, он начинает уже хвост у него подгорать. Чувствую, подходит уже рыбеха. Подходит кондиция. Скоро будет готово. Все, ребят, можно выключать, потому что, смотрите, жидкость, которая из него вытекла, она уже полностью высохла. Шкура стала жесткая, как камень с солью.
подсохло. Сейчас я его выключаю, оставляю минуты 15, и он как раз дойдет к конвекции, подсушится, досушится. Ну и далее, когда рыба будет храниться в холодильнике, либо просто на столе, она будет все равно еще подсыхать, и влага будет уходить как ни крути. Общее время приготовления именно для этой рыбы получилось 55 минут. Вот только посмотрите, какая икра получилась. Насквозь прозрачная, с розовым оттенком. Просто невероятный цвет. Я думаю, насколько она красива, настолько же она и вкусна. Сейчас попробуем. Ну вот, наконец-то и за столом. Не прошло и 2 часов, папа приготовил обед. У дочери аллергия, к сожалению, на рыбу. Почему-то вот с детства так не заладилось, не знаю. Какое-то наказание мне отцу рыбаку. У нее гречка с курочкой под сливочным соусом. Видите, как, ребята, он... как вам сложно показать. Видите, как он отделяется красиво. Оп. И просто кожа убирается в сторону вместе с чешуей. Это вот именно когда правильно все сделал, получилось, именно должно вот так происходить. По типу как копченая рыба, когда убираете чешую с кожей. И вот она здесь. Можете сюда, пожалуйста, посыпать хоть перец, кому нравится, хоть какие-то травы уже. Вот на горячую рыбу сюда именно, да. Все что угодно. Ну а мы предпочитаем вот просто подсоленую рыбу. Кусочек бери. Пробуй. Рыба свежая, вкусная, речная. Немножко соли, а внутри там есть специи. Оно еще подсохнет. Мы сейчас будем вот эту сторону объедать. Потом внутри как раз подсыхает, и там уже вечером. Я прям люблю вот так. Что-то какая-то розовая, оранжевая. Оранжево-розовая какая-то такая. Ну, красивый оттенок. Не знаю, мне очень. Прям очень. Ну да. Единственное, может быть, соленовато. Я прям большим слоем люблю есть. У нас разной икры всегда хватает. Но это все зависит, регулируйте по времени. Как я говорил, от 60 секунд до 90 секунд. То есть, ну, меньше 60 секунд нежелательно. Все-таки термообработка должна пройти и соленость. Но вот эта конкретная икра была сейчас около 90 секунд, готовилась. Но все равно, то есть, сначала чувствуется, что она соленая. Потом соль проходит. И послевкусия как такового соленого нет. Чувствуешь, что просто вкусная, отличная икра. Вкусно? Конечно. Всем нам приятного аппетита. А вам? Приятного просмотра. Добра, мира, любви. В общем, всего вам самого лучшего, ребят. До встречи под водой, над водой, на рыбалке, на охоте. И просто в приключениях. Ну и, конечно, за вкусным столом. Пока.